28 февраля 2025 года стало поворотным моментом в отношениях между США и Украиной. В этот день администрация Дональда Трампа, недавно вступившего в должность президента, официально объявила о прекращении военной и гуманитарной помощи Киеву. Этот шаг, мотивированный принципом «Америка прежде всего» и стремлением Трампа пересмотреть внешнеполитические обязательства США, вызвал не только шок в украинском обществе, но и запустил цепную реакцию, последствия которой оказались неожиданными даже для американской стороны. Решение Трампа прекратить помощь Украине не было спонтанным. Еще во время предвыборной кампании он неоднократно заявлял о намерении сократить ненужные расходы на зарубежные страны, особенно в контексте затяжных конфликтов, которые, по его мнению, не приносят прямой выгоды США. После инаугурации 20 января 2025 года его администрация начала аудит предыдущих программ помощи, включая те, что направлялись в Украину через USAID и Пентагон. К 28 февраля, после напряженных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, Трамп сделал окончательный шаг, заявив, что США больше не будут спонсировать войну на другом континенте. Это решение сопровождалось риторикой о необходимости для Украины самой искать пути выхода из кризиса, включая возможные территориальные уступки и отказ от евроатлантической интеграции. Для Украины, которая на протяжении многих лет полагалась на американскую поддержку в борьбе с внешними угрозами и восстановлении экономики, такой поворот стал ударом. Первым шагом украинцев стало требование прозрачности. Гражданское общество, поддержанное независимыми СМИ и активистами, инициировало масштабный аудит деятельности американских компаний, работающих в Украине. К марту 2025 года общественные организации начали собирать данные о контрактах, налоговых выплатах и влиянии таких корпораций, как Lockheed Martin, Raytheon, Coca-Cola и других на местную экономику. Этот процесс был воспринят как способ выяснить, насколько эти компании действительно способствовали развитию страны, а не просто извлекали прибыль, пользуясь ее уязвимым положением. Аудит выявил ряд тревожных фактов. Многие американские корпорации платили минимальные налоги, используя офшорные схемы, а их деятельность зачастую не приносила значимой пользы местным сообществам. Например, военные подрядчики, поставлявшие оборудование в рамках американской помощи, нередко завышали цены, а гуманитарные проекты, финансируемые через USAID, оказывались неэффективными из-за коррупции на местах. Эти открытия подлили масла в огонь общественного недовольства, которое теперь было направлено не только против политики Трампа, но и против американского бизнеса, воспринимаемого как соучастник эксплуатации Украины. Следующим логическим шагом стал бойкот. Уже к апрелю 2025 года по всей стране начали распространяться призывы не покупать американское. Движение, начавшееся стихийно в социальных сетях, быстро приобрело организованный характер. Украинцы отказывались от продукции американских брендов, таких как Макдоналдс, PepsiCo и Ford, а также прекращали сотрудничество с американскими подрядчиками в сфере технологий и строительства. В крупных городах, таких как Киев, Львов и Одесса, прошли акции протеста под лозунгом «США бросили нас, бросим их бизнес». Бойкот оказался неожиданно эффективным. Потребительский рынок Украины, хоть и ослабленный войной, оставался значимым для многих американских компаний, особенно в секторе продовольствия и розничной торговли. Например, сеть ресторанов «Макдоналдс», недавно возобновившая работу после перерыва, связанного с конфликтом, столкнулась с резким падением продаж на 70% в течение первого месяца бойкота. Аналогичная судьба постигла и другие бренды, чьи доходы зависели от лояльности украинских потребителей. Экономические последствия бойкота не заставили себя долго ждать.
К лету 2025 года несколько американских компаний, чья деятельность в значительной степени зависела от украинского рынка, объявили о финансовых трудностях. Малые и средние предприятия, связанные с поставками для гуманитарных проектов, первыми подали на банкротство, не сумев адаптироваться к потере заказов после прекращения помощи США. Крупные корпорации, такие как Coca-Cola и PepsiCo, столкнулись с необходимостью сокращать штат и закрывать производственные линии в регионе Восточной Европы, что увеличило их убытки. Наиболее драматичным стал крах одного из военных подрядчиков, чья бизнес-модель была завязана на поставках в Украину через американские программы помощи. Без финансирования из Вашингтона и с бойкотом на местном уровне компания не смогла выполнить обязательства перед кредиторами и объявила о банкротстве в августе 2025 года. Этот случай стал символом того, как решение Трампа, изначально казавшееся прагматичным для США, обернулось катастрофой для американского бизнеса. Отказ Трампа помогать Украине 28 февраля 2025 года не только изменил геополитический ландшафт, но и показал, как народная реакция может повлиять на экономику сверхдержавы. Аудит американских компаний и последующий бойкот, организованный украинцами, продемонстрировали силу коллективного действия в условиях кризиса. Для США это стало уроком. Изоляционистская политика может иметь обратный эффект, подрывая не только международный авторитет, но и интересы собственного бизнеса. В то же время для Украины этот эпизод стал моментом переосмысления зависимости от внешней помощи. Банкротство американских компаний, возможно, и не решило всех проблем страны, но оно укрепило веру в собственные силы и способность противостоять внешнему давлению. История 2025 года показала, что даже в самые темные времена народ может найти способ ответить на вызовы не только словами, но и делами.